Здравствуйте, мои любимые, замечательные подписчики, гости канала Таро Гадание Инфо. Меня зовут Ирина, я таролог, магистр психологии, просто женщина, просто человек. На моем канале вы всегда услышите добрые, искренние слова поддержки. Тема сегодняшнего расклада: святая или грешница? В какую роль тебя втискивает общество? И кто ты на самом деле? Советую досмотреть это видео до конца. В конце, помимо совета карт, будет совет психолога. Надеюсь, это будет интересно, полезно. Сейчас подумайте о себе, пожалуйста. Подумайте, какая вы прекрасная, замечательная, лучшая на свете. Наше общество, оно обожает крайности. Им нужно, чтобы вы были либо удобной героиней, либо понятным злодеем, злодейкой. Для ваших коллег и родственников вы часто святая, обязанность которой терпеть и помогать. Для ваших врагов вы, допустим, грешница, потому что ваша яркость режет им глаза. Но знаете, в чем главная ирония? Ни те, ни другие не знают вас настоящую. Они видят лишь отражение своих страхов или надежд. Сегодня мы выйдем за рамки этого театра. Мы посмотрим, какую роль вам навязали, кто на самом деле управляет вашей жизнью, когда занавес опускается. Давайте мы найдем ту, которую вы так долго прятали от чужих оценок. Итак, очень кратенько ваша сигнификация. Какая девочка пришла на расклад? Ух ты, принцесса, которая сейчас выступает как жадина, в роли жадины, и вы свои ресурсы не отдаете сейчас, не делитесь со всякими потребителями, с вампирами, какими бы они ни были улыбчивыми, милыми, харизматичными. Видите, уже опыт у вас есть, вы уже научились различать в большей степени этих потребителей, да, вы уже понимаете, что скрывается за этими какими-то двуличными улыбочками. Угу. Мало того, что уже научились различать, уже готовы свои рамки, границы отстаивать. Карта оппозиции. Карта Павлин. Сейчас я уточню, какая вы. Это из той серии, где вы говорите, добро должно быть с кулаками. И вы сами по себе очень добрые. Если к вам относятся, соответственно, с добром, с любовью, с нежностью, вы в 100 крат отдадите. Но тут женщина, которая испытала уже болезненное разочарование, может быть, во многих людях. Я не буду тут это там прям привязывать мужчины, женщины. Тут уже научена опытом. Женщина знает, что нужно любить себя, ценить себя. Тогда и окружающие будут к тебе, соответственно, относиться. К сожалению, в вашем окружении очень много людей, которые с удовольствием, может быть, по привычке, потребляли, да, брали от вас ресурс. Но сейчас вы максимально этот ресурс удерживаете при себе. Опять-таки, может быть, задумались больше, чего я хочу. Может быть, с какими-то людьми вам сейчас вот четко вы осознали не по пути. Карта оппозиции. Как бы вам ни пытались тут, знаете, кому-то лапши на уши навешать, у кого-то эти перышки распускать, вы, скорее всего, уже четко для себя даже считываете. Одно дело, когда слова словами, да, пытаются там какую-то картинку создать, другое дело поступки. Поэтому мне тут идет женщина очень справедливая. Справедливая, и женщина мне по всем этим картам как-то мне считывается, знаете, как это правильно сказать, без жаргонизмов. В общем, прокачанная уже, осознанная. Вот, скорее всего, такая женщина, которая уже не будет гнаться за какой-то красивой обложкой, за какими-то, может быть, знаете, как фантики. На фантики уже не будете вестись. Опять-таки, людей вы, скорее всего, уже оцениваете из позиции, какие они поступки совершают, а не просто, как они там перышки распускают. Так. Это окружение ваше. Ну вот благодаря тому, что в вашем окружении тут какое-то уже длительное время были люди, которые, скорее всего, знаете, как вам сказать,
Для себя любимые готовы были многое там сделать, позволять себе, может быть, даже, повторюсь, где-то, может быть, даже дружили с вами, общались с вами, использовали вас. У кого-то это для самоутверждения, у кого-то как подпитка вашей энергии. Опять-таки, какие-то шансы, может быть, брали от вас. В принципе, люди жадные. Мне это о чем? О том, что вам они мало что давали. Скорее им удобно было брать, потреблять. Вот мне тут прям такое. То и вы сейчас, вот как обраточку включили. Видите, тут уже тоже вы, как по карте жадность, вы уже точно так противостоите им. Но вот эта вот карта, это карта посланник высших сил, добро. Женщина, которая несет это добро, свет, заботу, нежность. Но вы уже сейчас намного избирательнее относитесь к выбору, может быть, опять-таки, друзей, попутчиков каких-то по дороге. Скорее, опять-таки, в голове у меня крутится фраза: лучше никак, чем как-нибудь. Да? Лучше я буду одна, хотя вы одна тут и не будете. Да? Ну, тут карта сова, умудренная уже опытом женщина. Лучше никак, чем как-нибудь. Так. И это пришло, это как у кого-то это как озарение. Видите, тут в макушку человека молния стукнула. У кого-то вы понимаете, что такой был у меня период в жизни. Наверное, я прошла эти уже уроки. Пора идти дальше. И при этом я не вижу человека, который бы там был черствый, да, или который там злобный был. Нет, вы просто понимаете, что равновесие должно быть, равноценный обмен. Да, вы научились уже с этим мечом отстаивать себя, свои границы, ресурсы свои защищать. Вот. Самое главное, себя защищать научились. Такая ваша сигнификация у меня. Подпишись на канал и поставь лайк. Святая или грешница? Какую роль тебя втискивает общество? Кто ты на самом деле? Первое у нас идет маска святой. В чем заключается твоя удобность для мира и какую цену ты за это платишь? Это тоже очень важно. Второе у нас тень грешницы. Какое твое качество окружающие боятся и пытаются высмеять, потому что оно делает тебя неуправляемой. Вы трудны для манипуляций, да? Какое твое качество окружающие, может быть, боятся и пытаются высмеять? Так, следующее. Кто в твоем окружении больше всех заинтересован в том, чтобы ты не менялась? Да. Твоя подлинная природа, которая находится посередине, твоя настоящая сила. И совет карт. Что нужно сделать прямо сейчас, чтобы перестать быть декорацией в чужой жизни? Разрыв сценария, да, выйти за рамки. Так, маска святой. В чем заключается твоя удобность для мира? Какую цену ты за это платишь? Грешница, тень грешницы. Твое качество, которое окружающие боятся этого качества и пытаются высмеять, потому что делает тебя неуправляемой. Кто в твоем окружении больше всех заинтересован в том, чтобы ты не менялась? Твоя подлинная природа, которая находится посередине, твоя настоящая сила. И разрывы сценария, да, что нужно сделать прямо сейчас, совет карт, чтобы перестать быть удобной, быть декорацией в чужой жизни, чтобы тебя не использовали, чтобы ты жила свою жизнь, проживала ее прекрасно и замечательно. Итак, в чем заключается твоя удобность для мира, какую цену ты за это платишь? Интересно. Так, токсичность, жадина. Ага, принц, предчувствие, с глаз подарок.
Мгм. Ну, тут основное, это уже оно озвучено. Как бы я тут ничего нового особо не скажу, но ваша главная удобность для мира, какую цену вы платите. Ваша главная удобность для мира это то, что тут у вас уязвимое ваше место, это вы в свою жизнь можете привлекать мужчин по карте принц. Они ресурсные вроде бы, как внешний амплуа, такой образ они создают. Действительно интересные. Могут быть люди, которые уже там создали себя, вложили в себя очень много сил, энергии. Образ, который, ну, по принцу, знаете, процветающий. Мужчина для многих является лакомым кусочком. Но тут как будто бы вот он жадный этот и токсичный. Это о чем? О том, что этот мужчина, этот образ он создает, но при этом вас он может использовать. Он вас может использовать как топливо, как женщину, которая наполняет его, вдохновляет. Опять-таки, при этом он считает, что вам он ничего не должен. И это знаете о чем? То, что вы сами сделали выбор в сторону этого мужчины, да, и вы согласились на какие-то условия, как будто бы негласные. Изначально вы можете с таким мужчиной сближаться и надеяться, что, ну, там, ладно, я какое-то время с ним побуду, а потом я ему покажу, как ко мне действительно я хотела бы, чтобы он относился, да, как-то проявлялся. Вот какие-то там начну свои просьбы, запросы озвучивать. А к тому времени, когда вы уже с ним ближе сближаетесь, ему уже это не то, что неинтересно, ну, вообще, как будто бы у вас уже никаких рычагов управления нет. Девочки, изначально, когда мы соглашаемся на какие-то форматы, очень глупо надеяться, что потом, со временем, мы переделаем кого-либо, да, наших партнеров. Нет, он тут вообще не считает, что он в чем-то должен вам не то что там уступать, идти на какие-то компромиссы. Нет, вы же его полюбили, вы уже дали добро на эти какие-то форматы. Вот тут вот так вот. В чем еще вот какая-то удобность ваша? Может быть, тут, знаете, как будто бы изначально вы можете своей какой-то вот мягкостью, уступчивостью во взаимоотношениях, опять-таки, привлекаете мужчин каких-то, которые, ну, могут себе позволять в отношении вас какие-то вольности. Они считают, ну, раз она на это закрыла глаза, два, значит, и дальше никакой реакции не будет. То есть попустительство. Где-то своими же руками мы, своими поступками или отсутствием каких-то поступков в отношении мужчины тут, мы порождаем монстров, девочки. Вот тут вот так даже. Так, и цену, которую вы платите, девочки, в принципе, если бы изначально какая-то реакция, допустим, на проявление этого мужчины была, да, действительно, которую вы хотели бы озвучить, да, а некоторым прям стыдно это озвучить, там вот жадность мужская тут. Где-то жадность это не обязательно, тут меркантильность не обязательно это в денежных проявляется единицах. Тут нежелание мужчины лишний раз может быть там поинтересоваться вашим здоровьем, звонок какой-то, да, тут вот внимание, поддержка, когда вам это нужно, уважение. Тут изначально вы могли бы, знаете, как отсекать уже каких-то мужчин, которые вам точно не дают сразу того, ну, на что вы там претендуете. А вам на самом деле тут нужна любовь, поддержка, внимание. Тут, знаете, как будто срабатывает какой-то фактор, не то, что вы как будто выбираете мужчин, а вот какие-то мужчины там, ну, на вас обращают внимание, ну вот и вы уже, может быть, этих мужчин даже, знаете, начинаете с ними общаться, встречаться и думаете, ну ладно, я, может быть, потом как-то его переделаю, сделаю более для себя, как бы, не то, что там удобным, ну, как-то, ну, переделаю, давайте так я скажу. А все, никого вы не переделаете. Тут идет какой-то такой, как, с одной стороны, мужчина,
ведет себя, он ведет себя так, как он привык, и он не собирается переделываться ради ни ради кого. Ну, это что-то такое. Так, цену понятно. При этом это уже не раз повторяется. Карта предчувствия, как будто бы вы сами собственными, может, поступками, собственным выбором, понятно, вы строите свою судьбу. Раз такого мужчину выбираете, потом, может быть, расходитесь, и вам нового приводят. Может быть, с другими какими-то особенностями, пороками, но экзамен один и тот же, вы его не проходите. Тут основное — это оставаться самой собой. Основное — не скрывать то, чего вы хотите истинно. Может быть, не бояться потерять вот такого какого-то интересного ресурсного типа а-ля мужчины. Пусть он достается другим, которые согласны на его какие-то условия. А вы своего тем временем дождетесь. Ну, вот тут какой-то нюанс. Встретите, может быть. Может быть, дав отворот-поворот такому мужчине, и в моменте вы подумаете, блин, могла бы как-то моя жизнь сложиться замечательно. Но вы же не знаете, может быть, освободив место под солнцем, вам придет другой, ваш, настоящий, тот, который действительно сможет вам дать все то, о чем вы нуждаетесь, в чем вы нуждаетесь. Даже не то, о чем вы мечтаете. Совсем не обязательно, что то, о чем вы мечтаете, вам на самом деле нужно. Вот так вот. Как-то так. Ну вот и какую цену вы платите, вы не даете, соглашаясь на какие-то промежуточные варианты, которые не устраивают вас. По большому счету потом и мужчину это все не устраивает, так как он потом узнает вас настоящие, ваши требования, потом это недовольство этим, может быть, какими-то его поступками, поведением. Вы не даете себе своей жизни сложиться лучшим образом, скажем так. Подарок, который где-то вас ждет, он так как будто бы и вы его не получаете, он в пути. Это как откладывание жизни, знаете, как пишем черновик. Вот пишем черновик, потом можно еще с другим кем-то попробовать. Все, потом жизнь проходит. Все уже написано. Так, тень грешницы. Какое твое качество окружающие боятся этих качеств, пытаются высмеять, потому что оно делает тебя неуправляемой. Ну вот сразу ответ. Вообще вы нестандартная белая ворона. Может быть, какие-то ваши хобби, увлечения, может быть, увлечение эзотерикой, психологией, попытки разобраться, докопаться до сути. Вот это вот даже боятся и пытаются высмеять. Может быть, ваша инаковость по белой вороне. Ну, повторюсь, все какие-то хобби, нестандартное мышление. Причем у кого-то вот сочетание вот белая ворона и зеркало где-то может быть. Ну, я не говорю, что вы тут там это проповедуете или пытаетесь навязать видение мира. Скорее вы пытаетесь увидеть прекрасное в людях и единомышленников каких-то все-таки пытаетесь найти. А тут многие окружающие могут улыбаться, соглашаться, а тут за спиной могут высмеивать, рассказывать вас, о вас всякие небылицы, типа, если эзотерикой увлекаетесь, да, типа отбитая эзотеричка или что-нибудь из этой серии, я утрирую, вы поняли, да. Ну вот, смотрите, Таро, если кто-то знает о том, что вы там увлекаетесь, Таро, тут могут дальше идти моменты какие-то, тут приворот, история, могут рассказывать о том, что вы тут пытаетесь улучшить качество своей жизни, да, у кого-то это финансовое, у кого-то, в принципе, ищете, карта приворот, какие-то лучшие варианты для себя, при этом используя, могут тут, приворот вы сами понимаете, магические какие-то моменты. То есть могут приписывать вам какие-то, знаете, как будто бы вы не просто инаковость, да, какое-то иное видение мира, взаимоотношений. Тут могут рассказывать о том, что вы тут втихаря, я уже не знаю, что там, какие-то куколки Вуду изготовляете и пытаетесь какие-то ритуалы проводить. И
на этой почве у вас там частично поехала или полностью поехала кукушка, да, все сюда могут рассказывать. При этом люди видят вас в этом искренней, и это их пугает. Пугает почему? Потому что они вас не понимают действительно. Кто-то видит в этом какую-то меркантильность вашу, пытается, да, вот придумать, да, то есть какие-то, как этикетки, ярлыки навешать. Смысл такой, что там, допустим, не особо какой-то период удачливой в финансовой сфере, поэтому вы пытаетесь это компенсировать, да, какими-то поисками смысла жизни, допустим. У кого-то могут рассказывать, что карта разочарования в любовной сфере, все у вас там печально. Может быть, влюбились в кого-то по этой карте, видите, ангелочек такой, и он упал с небес на землю. И опять-таки, может быть, у кого-то увлечение психологией. Вот окружающие могут это трактовать как ваше желание где-то, опять-таки, изменить свою жизнь, но при этом они говорят, что вместо того, чтобы, может быть, какими-то действительно толковыми делами занималась, в их понимании, да, в их понятии. У кого-то это карьера, успешный успех, может быть, налаживание контактов вот, с какими-то практичными людьми. Или, в принципе, для кого-то из женщин, зачастую я такое слышу, да, вот внешность, монетизируй свою, давай там как-то это применяй. Вместо этого ты занимаешься какой-то ерундой. Допустим, да, я вам хочу сказать. Вот это вот пытаются высмеять. Судя по этим картам, то вы вообще как-то живете своей жизнью, на это все не ведетесь. А им было бы, конечно, удобно, если бы вы как-то на это все реагировали. Основное это белая ворона. Вообще, в принципе, сами по себе вы другая, инаковая, где-то даже неуправляемая, да. Так, кто в твоем окружении больше всех заинтересован в том, чтобы ты не менялась? Одиночество невозможно. Страх. Кто это, не могу понять. Кто в твоем окружении больше всех заинтересован в том, чтобы ты не менялась? Тут какие-то люди, которые хотели бы, чтобы вы их любили, отдавали им эту любовь где-то, не обязательно тут бескорыстно, да, это все не об этом. Тут скорее им некомфортно, когда они видят ваш рост развития, то, что вам, тут карта одиночки, вам комфортно самой собой, у вас есть опора на саму себя. А даже если вы с этими людьми, с кем-то тут как-то, вы могли поссориться, вот, знаете, тут основной такой какой-то показатель, это человек, с которым ты поссорилась, рассорка. При этом для этого человека болезненно, его задело то, что вы можете жить дальше без него, без его присутствия в своей жизни. Мало того, вы по карте подсолнух можете, в хорошем смысле, приспосабливаться дальше к жизни, не просто выживать, а все у вас прекрасно. А почему-то этот человек считал, что без него ваша жизнь станет хуже. Может быть, вам трудно будет без него, потеря какая-то. Тут даже не обязательно мужчина-женщина. Тут вы могли с какой-то подругой рассориться, с родственником. Вот в вашем окружении какой-то человек, с которым вы уже рассорились. Этот человек, он испытывает страх. Карта отшельник, кстати, этого человека одиночество пугает. Где-то ему, может быть, потеря вас, там, вашей поддержки, вашей любви. Для него это критично. И его озадачило то, что для вас это абсолютно, оказалось, может быть, там, понятно, сразу болезненно, но, в принципе, вам и самой собой хорошо. У вас есть опора на саму себя. Да, со стороны этого человека это какое-то было
предательство, воровство. Воровство в плане, может быть, ресурсов, времени. В принципе, человек как будто бы какие-то не очень красивые поступки совершал, и тут по суду, ну, обязательно, вы не могли избежать этой какой-то ссоры, размолвки. Ну, это уже произошло. Это уже длительное время как будто бы накопилось. Ну, с этим человеком вы разошлись. Ну, вот так вот. Давайте. У кого-то, повторюсь, это может быть женщина, у кого-то это мужчина, но это человек, с которым вы рассорились. Вот. Он очень заинтересован в том, чтобы вы не менялись. А ну, это уже поздно, вы уже изменились. Так, твоя подлинная природа, которая находится посередине, твоя настоящая сила. Ух ты, ваша сила. Ага, нифига себе, такие карты странные. Вы наконец-то научились защищаться, ваша сила. Не на ровном месте это появилось. После того, как сердце вам разбили, чья-то зависть, да, тут была. При этом зависть к вашим каким-то достижениям. Им казалось, это удача, она прям идет вам в руки. Хотя за этим может быть титанический ваш труд, да, годы какие-то. У кого-то это годы этого труда, может быть, работы над собой, а им кажется, вот зависть, что все это ей так легко дается, достигается. Так вот, ваша настоящая природа, ваша настоящая сила. Вот сейчас вы умеете защищаться от этих хитрых лис. Где-то это все считываете, как будто бы обезоруживаете еще на подходе. Ну, уже это разбитое сердце, опять-таки. Но ваша сила, тут дьявол, удача. Девочки, с такими картами рыба – это удача, дьявол – это сила. Ваша сила, вы должны себя раскрывать. Вы себя еще не раскрыли вообще, там, и наполовину не раскрыли. В принципе, как будто перед вами дороги открыты. А ну давайте посмотрим. Ну, я не хочу сказать, что ваша истинная сила в дьяволе. Но сейчас я посмотрю, о чем это. Дьявол. Ух ты. А вот это интересно. Дьявол на дьявола с другой колоды. Это о чем? Луна. Угу. Ну, девочки, магическое сочетание. Сразу хочу сказать. Дьявол и луна. Угу. Женщина полна загадок. Дьявол, удача, принцесса. Опять-таки, в ваших силах это все направить то ли на созидание, то ли на разрушение. Я имею в виду, сила неимоверная у вас заключена по карте принцесса. Вы должны очень хорошо контролировать все свои слова и помыслы, так как ваши, может быть, даже негативные посылы, они имеют место сбываться. То есть, если какая-то нехорошая там личность вам что-то пожелает, вы можете в ответ ответочку какую-то послать, и там женщины бабах, и потом вы смотрите, ножка сломалась или что-нибудь еще там, ну вы поняли, да? Аккуратно, сила у вас заключена огромная. Так, интересно. Подлинная природа, которая находится посередине. Твоя настоящая сила. Дьявол, удача. Выбор, опять-таки, я говорю, у вас, как в каждом из нас, да, есть теневая, светлая сторона. Тут самое время вам подружиться с вашей теневой стороной. Выбор есть у вас. Да, дьявол. Ну, дьявол, я вам хочу сказать, на реализацию, на карта удача. В принципе, вы можете всю эту энергию использовать. Но у вас достаточно по карте Лилия, это чистота помыслов, намерений. Тут как будто бы карты говорят, знаете, о чем? Добавить вам, выстроить четко какой-то план, добавить амбиций чуть-чуть побольше. И тут вы в добро это все будете оборачивать. Ну, для себя, конечно, в первую очередь. Но, в принципе, я думаю, что вы довольно-таки разборчивы. Вряд ли вы будете тут использовать какие-то методы неэкологичные. Но, знаете, у вас поровну вот этой силы. Я имею в виду
Сила созидания, сила разрушения. Тут ваши моральные какие-то качества, установки, они, конечно, вам будут диктовать условия, да, как вы должны или как вы будете ощущать, как вы должны, наверное, все-таки дальше действовать. Ну, вот истинная природа, истинная сила, девочки, как бы я этого не избегала. Тут карта дьявол, луна, карта принцесса, удача и карта лилия. Карта лилия, повторюсь еще, это чистота, где-то наивность. Но вам уже тут вашу эту наивность, розовые очечки, конечно, разбились стеклышками внутрь. Ну, я не вижу, что вы от этого стали там какой-то озлобленной. Наверное, какие-то действительно ваши эти моральный кодекс какой-то, он... Я не могу сказать, что тут все по швам начало трещать. Нет, ведьма ведающая, вам просто сила, как распаковка произошла, как у ведьмочки, да, сила открылась какая-то, познание, какие-то доступ к информации открылся. Ну, наверное, истинная природа, истинная сила, это по этой карте ведьма, может быть, вот из-за каких-то испытаний, у кого-то это в любовной сфере, разочарований, опять открылся источник знаний, познаний, да, и благодаря этому всему вы дальше можете выстраивать свою жизнь. Ну, скорее всего, вы сделаете шаг к свету. Давайте так я это скажу. Ну, шабаш опять идет, девочки, тут аккуратно очень. Я вам что могу советовать? Очень аккуратно, вы свою силу в полной мере не осознаете. Могут быть сейчас какие-то соблазнительные предложения. Но я думаю, вы сможете этому всему противостоять. Свое возьмете, чужое не берите, да? Так, что нужно сделать прямо сейчас, чтобы перестать быть декорацией в чужой жизни? Должны быть открыты для всего прекрасного, при этом с холодным сердцем вам говорят, да, не закрываться ни для чего нового, да, но при этом анализировать, четко понимать, что тебе предлагают и для чего. Будто бы как игра в шахматы, продумывай наперед. Так, разбитое сердце, грязи, проклятие. Чтобы перестать, что нужно сделать прямо сейчас. У вас будет в ближайшее время какие-то, может быть, предложения, искушения, соблазны, и ваша жизнь может развернуться в другую сторону. Тут карта грязь и разбитое сердце. Это опять, повторюсь, как какой-то соблазн, где-то пойти на сделку с совестью, где-то на какой-то согласиться опять промежуточный вариант, на какой-то компромисс даже. Но вам говорят, ни в коем случае не соглашайся, потом ты об этом там пожалеешь, будешь раскаиваться. Это принесет и тебе разбитое сердце, и карта проклятия даже. Ну, тут какая-то история очень некрасивая. Тут как будто бы, могут вас опять-таки, даже соблазнять, если можно сказать, искушать. Я на этом останавливаюсь, девочки. Включай холодный рассудок и думай, кому для чего это нужно и чем это может для тебя обернуться. Вот так вот, даже так. И совет психолога: ярлыки святой или грешницы нужны обществу, чтобы вас было легче контролировать и упаковывать в эти коробочки, да. Психологически ваша свобода начинается там, где вы разрешаете себе быть и той, и другой одновременно. И мой совет: не выбирайте какую-то сторону. Будьте целой. Да, вот тут вот прям показано. Вот вы такая, какая вы есть. Вот целой будьте. Тут и карта лилия. Это добрый, светлый человек. В то же время шабаш, ведьма, дьявол, луна. Сильная женщина, очень сильная. Вы свою силу еще не осознаете, девочки. Ваша святость, вашей верности себе.
А ваша грешность в вашей смелости жить полной грудью, уметь противостоять, да. Вы женщина, и этого достаточно. Теперь вы знаете правду. И да, не забудьте подписаться, кто еще не подписан. Подписка, лайк, колокольчик, можно комментарий. Ну а те, кто уже подписаны и все это делают, большое вам спасибо. Умнички.